Юная девушка в ужасе наблюдала, как огромный питон сжимает беременную, беззащитную кошку. Лиза бросилась на помощь, но хватка змеи оказалась невероятно мощной. Девушка разрыдалась, осознав, что кошку и ее нерожденных котят уже не спасти. Но в тот самый момент помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Лиза с детства обожала зверей. Она мечтала о просторном доме, где смогла бы приютить много бездомных животных. Однако пока эта мечта казалась нереальной. Лиза жила в небольшой квартирке в спокойном районе на окраине города. Ее скромное жилье располагалось на втором этаже старинного кирпичного здания. Несмотря на скромные возможности, она всеми силами старалась помогать брошенным животным. Особую любовь Лиза испытывала к кошкам. Она трудилась медсестрой в районной больнице и часто работала в ночные смены. Несмотря на утомление после рабочего дня, Лиза неизменно находила время для своих подопечных. Каждое утро она выходила во двор с пакетом кошачьего корма. Она раскладывала еду по мискам, расставленным в укромных уголках. Миски были яркими, Лиза специально приобрела их в зоомагазине, чтобы двор смотрелся живее и уютнее. Вокруг собирались бездомные кошки. Лиза знала каждую и даже дала им имена. Особенно она привязалась к небольшой черной кошечке с белым пятнышком на грудке. Лиза назвала ее Ночка. У кошки были выразительные зеленые глаза и маленький шрам на левом ухе. В последнее время Ночка заметно пополнела, она ждала котят. Лиза переживала за судьбу своей любимицы. Она понимала, что улица — неподходящее место для новорожденных котят, но в ее тесной квартирке для всех не хватало места. По соседству с Лизой жил пожилой мужчина по имени Дмитрий. Ему было около 70, но выглядел он даже старше. Его седые волосы всегда были аккуратно уложены, одежда чистая и опрятная. Дмитрий в прошлом служил военным летчиком и участвовал во многих операциях. Его квартира была наполнена фотографиями, наградами и памятными вещами из прошлого. Недавно он переехал в этот район и держался отстраненно. Практически ни с кем не общался и редко показывался на улице. Единственным его компаньоном был крупный золотистый ретривер по кличке Рекс. Рекс был не просто псом. Раньше он служил в поисково-спасательном отряде и участвовал во множестве операций по спасению людей. Лиза не раз пыталась наладить контакт с новым соседом, здоровалась при встречах, предлагала помощь, но Дмитрий всегда отвечал скупо и торопился уйти. Было заметно, что общение доставляет ему дискомфорт. От других жильцов Лиза узнала печальную историю. Недавно Дмитрий потерял единственного сына, Андрея. Тот работал спасателем и погиб при исполнении долга во время сильного лесного пожара. После его гибели Дмитрий забрал к себе Рекса, пса своего сына. Это была единственная нить, связывающая старика с погибшим ребенком. Узнав эту историю, Лиза прониклась к Дмитрию еще большим сочувствием. Однажды утром, выйдя во двор покормить кошек, Лиза заметила, что Ночки нет на месте, хотя обычно она подбегала первой. Девушка заволновалась. Она обошла весь двор, заглядывая под кусты и в подвальные окна, но Ночки нигде не было. Лиза стала звать кошку по имени, но в ответ слышала лишь щебет птиц и гул машин. Тогда она решила пойти на пустырь неподалеку от дома. Он был заросшим высокой травой и колючими сорняками, которые цеплялись за джинсы, пока Лиза пробиралась вперед. Через несколько минут она услышала слабое мяуканье. Сердце девушки заколотилось. Раздвинув кусты, Лиза в ужасе вскрикнула. Перед ней открывалась жуткая картина. Огромный питон обвил своим телом Ночку. Змея была не менее 2 метров длиной, с пестрой коричневой кожей. Она медленно сжимала свои смертоносные кольца. Несмотря на шок, Лиза быстро сообразила, что питон, вероятно, сбежал из соседнего дома, где жил любитель экзотических животных. От страха девушка на мгновение остолбенела. В голове пронеслась мысль, она опоздала.
Но затем Лиза собралась, нужно было действовать. Она стала искать, чем можно отвлечь змею, но вокруг не было ничего подходящего, лишь трава и камни. В отчаянии Лиза закричала, зовя на подмогу. Ее голос прокатился эхом по пустырю, но никто не откликнулся. Тогда она попыталась пальцами разжать кольца питона, но хватка оказалась очень сильной. От безысходности Лиза зарыдала, и вдруг случилось невероятное. Отчаянные крики услышал Рекс. Он как раз вышел с Дмитрием на утреннюю прогулку. Пес насторожился, его уши встали дыбом, а затем он резко залаял и потянул хозяина в сторону пустыря. Дмитрий удивился. Обычно спокойный и послушный Рекс никогда так себя не вел. Старик замешкался на секунду, но все же ослабил поводок. Пес рванул с места и помчался на звук. Когда они добрались до пустыря, Дмитрий увидел соседку, мечущуюся вокруг огромной змеи. В кольцах питона билась кошка, почти не подавая признаков жизни. Несмотря на возраст, Дмитрий среагировал мгновенно. Он схватил лежавшую поблизости толстую сухую ветку и бросился к питону. Рекс встал рядом. Пес зарычал и принялся атаковать змею, отвлекая ее внимание. Питон, почувствовав угрозу, ослабил хватку, и Лиза тут же выхватила ночку. Кошка слабо мяукнула, но была жива. Питон попытался напасть на Рекса, но тот ловко увернулся, а Дмитрий замахнулся веткой, отгоняя змею. Через несколько секунд питон скрылся в кустах. Лиза прижимала к груди дрожащую ночку, по ее щекам текли слезы от ужаса, облегчения и благодарности. Без Дмитрия и Рекса она бы не справилась. После этого события Дмитрий и Лиза стали ближе. Старик предложил взять ночку к себе до появления котят. Через пару недель кошка благополучно родила на свет 6 очаровательных малышей. Лиза и Дмитрий вместе заботились о кошке с котятами, а потом помогли каждому обрести новый дом. История спасения ночки быстро разлетелась по местным новостям и в сети. Она тронула сердце тысяч людей и привлекла внимание к проблеме брошенных животных. Это событие навсегда изменило жизнь Лизы и Дмитрия. Старик перестал избегать людей, а Лиза обрела настоящего друга. Воодушевленные случившимся, они решили организовать небольшой приют для бездомных животных. Это было непросто, бюрократия, нехватка средств, но они не опускали руки. Дмитрий использовал связи среди бывших сослуживцев, чтобы найти спонсоров, а Лиза создала страницу в интернете, где рассказывала о каждом спасенном питомце. Через год их приют стал известен во всем районе. Здесь обретали дом десятки кошек и собак, одинокие люди, новых товарищей. Рекс стал настоящей звездой приюта. Он помогал в адаптации напуганных животных, нянчился с котятами и даже участвовал в благотворительных мероприятиях. Каждый год, в день, когда Рекс спас ночку, Лиза и Дмитрий проводили в своем приюте день открытых дверей. Люди приходили целыми семьями, дети играли с животными, а взрослые слушали историю, с которой все началось, о том, как доброта, отвага и любовь к жизни способны одолеть страх и даже смерть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!